Всем привет! Меня зовут Сергей Зайцев. Сегодня мой видеообзор будет посвящен тонировке заднего стекла на автомобиле Fiat 500L. На предыдущем видео по тонировке я вам показывал, как подготавливается стекло для тонировки. Изначально я помыл стекло снаружи автомобиля, собрал с него всю пыль и после этого положил пленку на стекло. Вот она у меня сейчас уже лежит. Следующим этапом мне надо будет подогнать пленку по размеру стекла. То-то я немножко вырезал ее больше, и теперь мне нужно включить будет фонарики и вырезать пленку с небольшим запасом, чтобы пленка нашла на каемку, на черную каемку, которая идет по ободу стекла. И как видите, стекло заднее у нас опять-таки сферическое, то есть мне придется выгревать, придавать пленке форму стекла. Весь этот процесс я вам сегодня покажу, чтобы вы все это увидели, посмотрели, как это делается, насколько это непростая задача. Итак, вот я положил пленку на стекло. Как видите, много складочек. Все это придется выгревать. Значит, первым делом, чтобы пленка более-менее легла на стекло, я вырезал под держатель дворника прорезь в пленке, чтобы пленка прилегла в этих местах, где ложится дворник к стеклу. Теперь следующей задачей моей стоит как можно ближе вырезать пленку к черненькой каемке, которая находится на стекле. Надо будет лишнюю пленку сейчас обрезать. После того, как я ее обрежу, я приступлю к выгреванию самой пленки. То есть буду убирать вот эти все стрелочки. Примерно отступаю я где-то максимум до 5 мм, чтобы пленка зашла за черную каемочку. Режем аккуратно, не сильно надавливаем, чтобы не порезать само стекло. Вот. Ну и не забываем обламывать нож, потому что нож все-таки тупится и не до конца прорезает пленку. Ну вот, лишнюю пленку я обрезал. Вот остался вот такой вот у меня кусочек. Это мусор. Все, теперь вот у нас есть множество таких стрелочек. Значит, как видите, тут перекрытие где-то миллиметров 5. То есть вот черная полоска, и у меня пленка налазит где-то 5 миллиметров за ее пределы. Больше делать нет смысла, потому что будет очень тяжело потом эту пленку засунуть под декоративную обшивку, внутри которой находится. Теперь мне надо немножко смочить пленку, разровнять ее, убрать вот эти боковые стрелки, растянуть их как можно дальше вверх-вниз и выгревать все образовавшиеся стрелочки. Не забываем о том, что наша пленка выгревается только в одном направлении, в вертикальном. То есть если мы рулон раскатываем в длину, то пленка выгревается только вверх и вниз. То есть в этом положении я ее как бы и положил, эту пленку. То есть теперь я буду выгревать стрелки вниз и вверх. Никак не в бок. В бок пленка не усаживается. То есть тут просто будет складка, если вы будете греть в этом направлении. Тонирую я американской пленкой фирмы Global. Сейчас на этом автомобиле у нас по пропускной способности 15-я пленка Global HPC 15. Прикатываю пленку по центру, чтобы она у меня никуда не съехала. Вот. И вот эти боковые стрелочки я разглаживаю вверх и вниз. Вниз и вверх. Боковые стрелочки я убрал по мере возможности. Теперь я взял фен. Взял инструмент, с помощью которого
буду разглаживать наши стрелки, выгонять воду. Приступаем к подготовке пленки на заднем стекле. Заостряю внимание на том, что не надо долго греть на одном месте. Выгрели стрелочку снизу, перешли на верхнюю. То есть нужно стараться, чтобы стекло у вас прогревалось равномерно. Чтобы вы его не перегрели, потому что если вы его перегреете, оно может просто у вас треснуть, лопнуть. И все, тогда будет большой попандос на заднее стекло. Вот я начал уже процесс выгревания, значит небольшой кусочек выгрел. Стекло тоже непростое, довольно сложное, стрелочек много. Поэтому надо делать все аккуратно, не спеша, никуда не торопимся. Если за один раз не получилось, это не страшно. Выгреваем основные стрелки, потом повторно снимаем пленку со стекла, смачиваем, прикладываем. Какие стрелочки появились, образовались, пытаемся еще немного их убирать. Все, возможно, не получится убрать, поэтому те, которые уже останутся, я буду выглаживать уже после того, как пленку приклею к стеклу. И как буду выгонять воду из-под пленки, и в этот момент я буду убирать все оставшиеся стрелки, которые не ушли. Качественно наклеить заднее стекло без фена у вас не получится, потому что вот эти стрелочки в любом случае нужно убирать с помощью фена, то есть усаживать пленку. Если вы это будете клеить без фена, то у вас получится на пленке складки, и будет тонировка выглядеть как на паршивом Жигуле, на котором все стекло в разводах. Продолжаем выгревать дальше. Так, если у вас появилась вот такая большая стрелочка, то в этом ничего страшного нет. Просто не стесняйтесь, разбивайте эти стрелки большие на более мелкие. В процессе выгревания, когда пленка усаживается, эту можно разбить еще будет на несколько стрелочек. Более мелкие стрелки, вот как такие, их легче усаживать, выгонять, придавать форму им, чем вот таким большим. Поэтому сильно ее не грейте, а так чуть-чуть уменьшили, разбили на несколько, на 2, скажем. Потом каждую уменьшили, там еще можно разбить. Чтобы у вас получались не очень большие широкие стрелки, а более мелкие, вот такие вот небольшие. При выгонке большой стрелки тоже надо делать все аккуратно, потому что очень легко заломать пленку. Вот такие боковые вот маленькие остаются. Их можно будет попробовать уменьшить, выгнать вверх после того, как я второй раз попробую еще приложить пленку и выгнать оставшиеся стрелочки. Или же их можно будет уже убрать после того, как я пленку нанесу на стекло, приклею уже к стеклу с внутренней стороны. Тогда их можно будет еще немножко выгнать. Итак, я выгрел основные стрелки, которые были у нас. Остались маленькие. Сейчас я подожду, пока стекло остынет. После этого я сниму пленку, взбрызгну опять мыльным раствором, приклею, и оставшиеся стрелочки я еще попробую догладить. То есть разгладить их, чтобы их осталось как можно меньше. Вот, как видите, есть тут сверху, есть вот боковая вылезла, тут снизу немножко есть. Здесь вот уже высохла вся влага, и пленка, видите, просто уже отклеивается.
То есть дальнейшее тут приглаживание ее ни к чему не приведет, потому что пленка отпадает от стекла. Поэтому надо будет опять смочить и попробовать еще разгладить. Вот. Ну, ждем, пока оно остынет. Итак, стекло наше отстыло. Я снял пленку, смочил стекло, положил пленку опять наверх. И теперь буду выгонять оставшиеся наши стрелочки. Сейчас я по возможности что-то уберу. Если какая-либо еще останется, то ее уже буду потом, когда клеить пленку будем, тогда выгоню. Итак, я второй раз прошел по пленке, прогрел все края. Мелкие стрелочки остались, но это не беда, мы их потом уберем. Вот, в процессе выгревания получилось одно неловкое движение, и у меня получился заломчик. Сейчас я вам его покажу. Вот, многие после моих видеообзоров спрашивали, как вы это убираете, что с этим делать. Так вот, сейчас он у меня появился. Когда я наклею пленку, я буду пробовать его убрать. Как можно сделать меньше его видимым. Ну и весь этот процесс еще вам покажу. Сейчас вы уже с ним ничего не сделаете. То есть в таком виде он у вас пока должен и остаться. Убирать будем после того, как наклеим пленку. Так, вот открыли мы дверь. Смотрим, у нас тут каемка больше сантиметра шириной. То есть мы обрезали пленочку меньше, чем ширина каемки этой. Поэтому пленка у нас должна легко поместиться здесь на стекле. То есть нам даже не придется разбирать вот эту всю декоративные накладки. На заднем стекле у нас обогрев заднего стекла, поэтому брить мы его не будем. Мы его будем только мочалить мочалкой, смывать шкребками весь мусор, который у нас там есть. Хорошо пройдем по торцам, чтобы оттуда ничего не выплыло, не потекло по стеклу. Да, еще занавесил я тряпками, потому что при смывании воды, водой стекла, вода будет попадать у нас в салон автомобиля. Поэтому, чтобы вся вода не потекла и там в лужу не собралась, я постелил тряпки, чтобы какое-то ее количество впиталось именно в нашу ветошь. Приступаем к мытью стекла. Делаем все как обычно, то есть поливаем мыльным раствором, мочалкой моем стекло, растираем всю грязь, которая там поприлипала. Тщательно так вот трем. Не стесняемся, проходим вдоль всех поверхностей. Чем лучше вы помоете стекло, тем меньше мусора у вас будет под пленкой. Еще хочу сказать, что чем свежее автомобиль, тем меньше мусора попадает под пленку. Потому что его еще мало накопилось во всех щелях. И поэтому его там будет немного. Берем такой шкребок. Я вам уже как-то показывал, какая грязь по нему течет. Автомобиль свежий, пробег 15 тысяч. Сейчас посмотрим, насколько чистое у него было стекло. Вот. Ну, так, немножко есть. Повторим процедуру.
Главное, чтобы не было никаких наклеек. А вот тут, похоже, что-то было. Поэтому придется взять лезвие. Вот, видите, я начал мыть. И вот, непонятно откуда новая машина, но типа резины. То есть, вероятность того, что стекло уже тут менялось. Хотя странно, новый автомобиль. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так, где там? О, вот, видите? Вот если бы я это не убрал, то в том месте, где вот эта штука находится, у нас бы пленка не приклеилась. И мешало бы нам ее потом прикатать. На это надо обращать внимание. То есть все торцы надо пройти, просмотреть. Вот еще там есть. Ну, везде нормально, вот почему-то в одном месте. Непонятно, как так получилось. Только в одном месте какой-то дефект. Наша пленка туда, конечно, не дойдет. Но чтобы этот кусочек никакой не отвалился и не выплыл оттуда. Так, берем теперь резиновый шпателек. Проходим, собираем резиновым шпателем весь наш песок, мусор, пылинки. Вот, по потекам даже видно, какая у нас, какое чистое стекло. Вот. Новый автомобиль, а уже грязь. Так, предварительно я уже подготовил. Можно теперь снять пленку со стекла и окончательно помыть стекло, снять защитный слой с пленки и пленку наклеить на стекло. Так. Итак, я снял пленку. Теперь я ее немножко увлажню, чтобы она была мокрая, чтобы вся пыль, которая там могла на ней быть, чтобы она прилипла и не летала в воздухе. Вот. Так, вот так мы это делаем. Делаем эту процедуру с двух сторон. В принципе, само стекло небольшое, то есть пленка небольших размеров, то есть ее, скорее всего, будет несложно наклеить. Так, теперь окончательно мою стекло под напором воды, мыльного раствора. Поливаем. Вымываем всю грязь, которая там могла быть. Итак, вот я постелил тряпку, уже видно, в каких местах у нас капает вода. То есть, если бы тряпки не было, то эта вода капала прямо в салон. Итак, я помыл стекло.
убираю все висящие капельки, которые могут капнуть невзначай. Вот. И приступаю к раздиранию пленки. Раздираю я ее зубами. Вот я отодрал, взял за кончик, снимаю защитный слой, пленку ложу на руку. Вот, отодрал, и теперь смачиваю пленку нашу. Так, пленка мокрая, стекло мокрое, ну, можно еще немножко так сбрызнуть, чтобы было еще мокрее. Капельки убираем, чтобы нигде ничего не капнуло. Теперь заношу пленку и приклеиваю ее к стеклу. Опа. Так. Делать надо все аккуратно, чтобы нигде ничего не коснулся лишнего. Так. 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 Так, вот. Приложили. Теперь надо подвигать, выставить вверх-вниз, чтобы нигде не образовалась никакая щель. Вот примерно так. Выгонку воды, вот видно, заходит, пленка заходит за край черного. Можно даже чуть-чуть так вот подвинуть. Вправо-влево везде нормально. Можно даже так чуть-чуть вот так. Все, теперь первичная выгонка начинаю сверху, потому что грязь может затекать именно сверху. Поэтому, чтобы ограничить доступ ей, приглаживаю пленку именно сверху. Вот. Ну, вот примерно так, скажем, для начала. Так, все, пленка уже как бы немножко у нас на стекле. Дальше можно взять резиновый шпатель и резиновым вот так вот раз и выгнать. Скажи там, что он хорошо поддается сферическим формам. Да, он хорошо принимает форму стекла. Им удобно выгонять воду с-под пленки. Вот. Так, вот. Можно сказать, выгнали немного воду. Теперь мы видим наши стрелочки, те, что не догрелись у нас. Вот они, одна по торцам, и с противоположной стороны примерно есть такая же. Вот, теперь, чтобы ее убрать, мне понадобится другой шпатель пожестче. Понадобится опять-таки фен, и я ее буду опять выгонять вверх-вниз. То есть по сторонам мы ее не выгоняем. Уводим вверх, уводим вниз. Так, вот, скажем, раз, два. Вот, она типа уходит, но хочет вернуться. Вот для того, чтобы она не возвращалась, нужен фен, чтобы пленку пригреть, чтобы она уже как бы прилипла в этом месте и туда уже не затекала вода. Вот сейчас я еще немножко так вот повыгоняю воду из-под пленки. На заднем стекле всю воду выгнать практически невозможно, потому что вода остается между обогревателями. То есть шпатель всегда веду вдоль обогревателей, а вода все равно останется. Вот, скажем, в вашем направлении, чтобы было видно. Вот я веду шпатель, и вот пузырьки воды собираются возле шпателя. Вот эту воду нужно выгнать из-под пленки. Вот. Чем больше вы выгоните, тем быстрее у вас пленка приклеится. Но опять повторюсь, всю воду выгнать невозможно. Поэтому сильно не старайтесь.
дабы не поцарапать, ну, пленку шкребком. То есть я вожу вдоль, вот вдоль нити накала обогрева стекла. Вот так вот лучше не водить, потому что так будут появляться царапинки на пленке, и все равно вода будет растекаться вдоль обогревателей, и вы много воды все равно не выгоните. То есть лучше вдоль обогревателей водить. Ну и образовавшиеся стрелочки сейчас мы будем убирать с помощью фена. Желательно воду выгнать равномерно, то есть чтобы у вас под пленкой нигде не остался никакое скопление воды. Если она высохнет, эта вода, то там, если было много, будет белый пузырек, воздушный пузырек. Вода испарится и останется воздух. И будет некрасиво. Поэтому равномерно по всей плоскости стекла нужно воду убрать. Теперь убираем стрелочки. Стрелочки я убираю вверх, сейчас вот вниз. Сбоку убрал вниз, и у меня образовались... Сбоку я убрал, образовались вот тут вот. Ну, теперь я также с помощью фена уберу эти стрелки. Ну вот, теперь, если видно, то как бы все прилипло к стеклу. Нет воздушных пузырьков таких. Но может еще появиться, я же говорю, за счет того, что влага под пленкой еще есть, то есть эта влага может подорвать еще пленку. Поэтому сейчас приклеили, подождали какое-то время, прошло, опять-таки сделали осмотр, где опять вылезла, опять ее пригрели. Ну все, теперь выгоняем воду. Тщательно стараемся сверху, снизу. Торцы желательно, конечно, будет пройти феном, пригреть пленку, чтобы она не подорвалась. И сейчас вот дверь багажника у нас открыта. И вот здесь, скажем, теперь в нижней части крышки багажника могла скопиться вода. При опускании крышки эта вода может потекти вниз и будет вытекать с крышки. Также она может потечь по стеклу. То есть, чтобы эта вода не подорвала пленочку нашу, то желательно сейчас тут выгнать воду и феном ее пригреть, чтобы она не оторвалась. Вот этим и займемся. Так, ну, у нас еще с этой стороны стрелка. Поэтому тоже ее надо пригреть, прикатать. Так, вроде я все стрелочки убрал. Попробуем опустить нашу заднюю дверь и посмотрим, сколько воды с нее выбежит. Ну, немного бежит, но немного. То есть где-то она все-таки выбежала раньше. Вот заломчик тот, который вроде как был. Я его, честно говоря, не наблюдаю. Скажем так, сам залом может проявиться чуть-чуть позже, когда вода начнет испаряться из-под пленки. Тогда может проявиться белая такая черточка. Вот если белая черточка появится у вас под пленкой, это говорит о том, что у вас там был заломчик, и в этом месте влага испарилась и остался воздух. Вот этот воздух, он как бы белым и виден. Итак, вот это наш заломчик, тот, что я нечаянно сделал. То есть вот после того, как высохнет вода под этой пленкой, тут будет две белых полосочки. Так вот, чтобы этого не было, желательно сейчас это место прогреть феном и шпателем попытаться разгладить этот заломчик. Минимизировать вот эти белые полоски, которые там могут быть. Понятное дело, что на 100% это все не уберется. То есть, если присматриваться, то можно будет это дело увидеть. Но если в общем смотреть сдалека, как бы, то его не сразу и увидишь. Но опять-таки, я же повторюсь, что над ним надо сейчас поработать. Потому что сейчас, пока там в нем стоит вода, его не видно. Когда эта вода испарится, то он будет светиться белой полосочкой. Ну вот, я как бы воду выгоняю, и он становится вроде как белым. Выгоняю воду с него, и он становится белым. Вот, то есть сейчас, чтобы он не вылазил на черное поле, вот, видите, вылазит стрелочки и тянется опять
назад, то мне надо вот это место прогреть и этот заломчик вывести на обогреватель. То есть вот так вот, чтобы было. Чтобы его не было видно. Ну, шпатель я пущу, и он опять лезет вверх. Поэтому надо греть. Так, вот в этом месте у нас был заломчик. Вот его практически не видно. Ну, есть как бы очертания. Вот. И вот еще маленькая такая цяточка есть. Белым немножко подсвечивать. То есть надо еще немножко догреть и доразгладить. Вот. Повторюсь, что я его выгонял к обогревателю и по обогревателю тянул в бок. То есть если сейчас тянуть вниз сюда, то за счет того, что клей теплый, можно просто размазать клей, ну, по пленке, и тогда будет еще хуже выглядеть. Поэтому лучше по обогревателю растянуть, его там, ну, не будет видно его. Вот кто-то спрашивал, как чизлером работать. Такой заломчик как раз чизлером и удобно выгнать. Он хорошо вжимает пленку к стеклу, но опять-таки надо все делать аккуратно, потому что можно перестараться и продряпать пленку, сделать в ней дырку. Самая главная задача — это попасть чизлером именно на место залома. Потому что не всегда так и получается. Заломчик небольшой. У чизлера поверхность тоже неровная, не плоская. Ну, в принципе, лучше уже, я считаю, наверное, и не будет. То есть я же говорил, что на 100% убрать все равно не получится. То есть какое-то очертание все равно его будет. Поэтому надо стараться делать без заломов. Вот. Ну, как видите, даже у меня все равно заломы бывают. Но опять-таки надо еще уметь с ними бороться. Бывает порой достаточно чизлером вверх-вниз провести, выгнать воду по сторонам, а потом шпателем эту воду уже увести дальше от места залома. И все, и, как говорится, борьба с заломом завершена будет. Ну, в принципе, и все. Пленку наклеили на стекло. Сейчас я еще довыгоняю воду. Вот, если посмотреть, еще видно, сколько воды тянется за шпателем. То есть, сколько ни гоняй, я говорил, что вода все равно будет. Вот, видно, очень хорошо. Видно, что вода еще присутствует. Главное ее равномерно выгнать, чтобы не было нигде скопления ее. Вот еще, кстати, можно увидеть, сейчас подсветка включена, и видно все разводы на пленке. Вот это разводы говорят еще о том, что там в этих местах еще есть скопление воды. То есть их надо по возможности сейчас убрать, ну, сделать как можно меньше. Значит, я продолжаю выгонять воду. Со стрелочками я вроде всех победил. То есть стрелок на стекле нету. Сейчас я завершаю выгонку воды. И потом мне останется протереть стекло, то есть сделать чистовую как бы обработку, чтобы клиенту можно было уже отдать стекло в готовом виде, чтобы он уже мог нормально им пользоваться. Для лучшей выгонки воды можно использовать полиуретановый шкребок. Он лучше прилегает к поверхности стекла и тем самым лучше выгоняет воду из-под пленки. То есть вот, допустим, ну, для того, чтобы его провести, надо стекло смочить. Вот я выгоняю, и вон видно еще, сколько влаги тянется из-под пленки. Пузыречки с водой вон. Вот вода. Пузырьки воды. То есть вот надо догнать до края, выгнать из-под пленки. Вот я прошел полиуретановым шкребком, и за счет того, что он лучше прилегал к стеклу, у меня снова образовались небольшие стрелочки. Вот, то есть пленка потянулась еще, и вот вылезла опять стрелочка. Что с одной стороны, что с другой. То есть мне теперь эти стрелочки нужно будет опять доразглаживать. То есть повторно использовать фен.
Они еще выскакивают за счет того, что я воду выгоняю по сторонам, и тем самым я постоянно подрываю пленку с торца. Вот поэтому эти стрелочки еще и вылазят назад. Потому что я там постоянно шевелю пленку, не даю ей присохнуть. Ну, вроде бы как и все. Осталось только протереть стекло. Ну и вот наш результат. То есть мы смотрим, все визуально красиво. Не забываем просматривать свою работу, чтобы быть уверенным, что все хорошо получилось. Если где-то увидели какой-то незначительный дефект, то лучше постараться его убрать до того момента, пока его заметит сам клиент и тыкнет вас носом. Поэтому ходим, смотрим, все ли у нас получилось хорошо. У нас получилось все хорошо. Мусора нет. Заломчик, который я вам показывал, визуально его и не видно. Вот, поэтому я считаю, что наш результат достоин внимания. Все, теперь я протру стекло с двух сторон. И все, и можно, в принципе, считать это стекло готовым. Смачиваю я стекло обычной водой и протираю бумажной салфеткой. Много брызгать не надо. Нам достаточно, чтобы салфетка немножко увлажнилась и растерла все мыльные разводы, убрала со стекла их. Разводы есть. Вот эти разводы я убираю влажной салфеткой. Вот теперь их нет. Точно такие же разводы сейчас у нас еще находятся на наружной поверхности. Для этого я сейчас закрою стекло и еще с той стороны протру такой же салфеткой. Опять-таки чик. Немножко смочили и протерли. Вот. Этим самым вы клиенту показываете качество своей работы, чтобы он мог визуально все сразу посмотреть, насколько хорошо вы затонировали. Если увидит какой-то дефект, то он сразу вам об этом скажет. Ну, вот так. Чистота и порядок. Могу еще сказать одну особенность по данному автомобилю. Это у нас, напомню, Fiat 500L. Значит, у него задние форточки, вот эти, которые находятся за задней дверью, пластиковые. Поэтому, если вам попадется такой автомобиль, ни в коем случае не вырезайте пленку на этом стекле, потому что вы его порежете. Стекло само сферическое, поэтому выгревать надо тоже аккуратно, не сильно нагревая, чтобы, не дай бог, ничего не треснуло, не лопнуло. Еще особенность такая, что пленка на пластик не приклеивается, поэтому клиента сразу об этом предупреждайте. Я уже такую машину тонировал. И через пару месяцев ко мне приехал, вернулся человек. У него на этих задних форточках появились стрелки, ну, воздушные стрелочки. Я попробовал перетонировать, пленку эту сдирал, и весь клей, который был на пленке, он на ней и остался. То есть ни капельки клея на пластиковом стекле не было. На этой машине я клиента предупредил. Он сказал, клейте, а там сколько продержится, столько и будет. Лучший вариант это либо затонировать тонировочным лаком, или же на присоске приклеить какую-нибудь шторку. Хочу еще такой момент осветить, что за счет перепада толщины между пленкой и покрытием, которое находится на самом стекле, по торцу вот здесь у нас вот будет такая беленькая полосочка. Она проявится очень хорошо после того, как вся влага испарится из-под пленки. Эта каемка будет видна. То есть это есть особенность такая. То есть ничего в этом страшного нет. Пленка отклеиваться не будет. Просто вот такой перепадик. Как определить, высохла пленка или нет? Надо посмотреть на само стекло. Если вы не увидите на нем никаких серых разводов. А серые разводы, это говорит о том, что там есть еще влага. Как пропадут эти серые разводы, после этого можно пользоваться стеклом, то есть включать обогрев стекла. Если вы обогрев стекла включите до полного высыхания пленки, то у вас, возможно, вдоль вот этих нитей накала могут тоже образовать белые полосочки, такие вот как по
каемки по торцу. Поэтому до полного высыхания пленки не рекомендуется включать обогрев заднего стекла. Сейчас у нас лето, поэтому пленка высохнет достаточно быстро. Главное, чтобы машина стояла на солнышке, а не где-нибудь там в подземном паркинге. То есть, если солнечная погода, то летом достаточно даже одного дня для полного высыхания пленки. На этом сегодня все. Кому было интересно, ставьте лайки, палец вверх. У кого возникли вопросы, может, я какой-то момент упустил, пишите в комментариях, задавайте вопросы, буду отвечать по мере их поступления. На этом все, пока, до новых встреч.